утро. Проснулся от того, что в палатке становится тепло. Солнце светит. Давно такого не было. Чё, время 8:41. Так, если у нас на час еще вперед ушло время, значит 7:41. Да, что, в принципе, я уж выспался. Ну-ка, что у нас тут? Насколько небо чистое, посмотрим. О, комары, привет. Давайте, идите отсюда. О, так небо вообще чистое полностью. Вот это хорошо. Температура 15,8. Это он явно на солнышке начал нагреваться. Так-то, блин, это не сказать, что прямо тепло. Прохладно, да. 15,8, ну 11 градусов, наверное, будет. Снял дождевик, а тут такой товарищ толстяк сидит, он. Такая мордашка у него. Мол, типа, что ты на меня смотришь тут? Я тут спал, лежал в теньке, а ты тут мне свет устроил, да, мотылек. Эй, давай, лети. Мотылек, о, полетел. Толстяк. Из палатки все повытаскивал. Решил немного сегодня по другой стратегии пойти. Вначале собрать палатку и все остальное. А потом уже чай разогревать, кушать там консервы и все такое и прочее. Посмотрим по времени, ну, быстрее, не быстрее получится. Ну, потому что дождя 100% не будет. Солнышко светит. Самое то попробовать такой метод. Вчера спать-то ложусь. Бах головой на подушку, а ее нету, она сдулась. Думаю, что за фигня? В общем, дырочка появилась маленькая. Вот она, маленькая дырочка. Ну, что, я ее заклеил. Ладно, у меня вот эта сумка была уже в палатке. То есть, ну, я уже когда все полностью спать ложиться. И там от нее вот этот, типа, маленького, ну, скотч типа был. Я квадратик отрезал, заклеил. Ну, ничего, держится, ладно, хорошо. А так бы пришлось бы выходить на велосипеду. Тут столько комаров. Ну, в общем, хорошо, что подушка, сумка у меня уже была в палатке. Ну, в общем, все, собираемся. Вот такой бардак. На это все, конечно, убирается быстро довольно-таки. Пакеты. Все в пакетах. Пакет — это незаменимая штука в путешествиях. Ну, в общем, что я сейчас буду... Вот такую кильку есть, обжаренная в томатном соусе. О, яичко. Ну и жду, когда вода вскипит. Потом буду кофе пить. Ну, надо подъесть ее, там что осталось. Печеньки, там передник вроде одна штука. В общем, начнем мы с кильки, с холодного. Так что вот так вот. Утро начинается с завтрака. Ну, относительно, конечно, с плотного завтрака. Плотный завтрак — это там, когда хорошо гречки поесть, полную банку тушенки, там хлеба навернуть хорошо. Вот тогда, да, плотный завтрак. Это так, разминочный завтрак. Ну и что, и собираемся, в общем. Да, комары, конечно, лютуют, кусают, но хотя бы не так, как вчера. Вчера их было тут просто тьма. Они вот сейчас вот в теньке здесь летают, а вот на солнце не хотят вылазить. А я отца солнца-то, вампиру.
ветер такой прохладный еще. Под утро перед рассветом, да, я что-то просыпался разок. Но что-то стало, прохладно ногам. Хоть я и в носках спал. Но я спал в носках, но без этого, без термобелья на ногах. Вот, ноги вот эти замерзли. Где термобелья не было. Уж думал проснуться, что ли, одеть их. А потом что-то повернулся на другой бок и дальше спать. И в итоге уже в следующий раз проснулся, когда уже жарко стало. Солнце стало светить на палатку. Прямо тепло так, хорошо стало, согрелся. Ну что, в Татарск будем заезжать, не будем? Так да надо бы. Что, у меня одна тушенка осталась. Печеньки все, пряники, все закончилось. Сахар вчера не купил. Ладно, гречка есть. Сегодня, я думаю, бутылку газировки взять какую-нибудь на дорогу. Потому что сегодня, солнечный день будет, вода будет уходить. Будем воду экономить, будем газировку пить. Сегодня хорошо прямо так ехать. Когда солнышко, все хорошо. Да, соскучился я о солнце уже. Столько дней без солнца. Непонятная погода, дожди. Вот вчера за весь день-то что это? Панелька дозаряжала, на 2 деления зарядила. Ну что, мне хватило полностью телефон зарядить, полностью камеру зарядить. И при этом солнечного света как такового и не было. Вот как вот сейчас, что прямо светило. Чисто все это за облаками заряжалось. Так что панелька может, да. Я еще обратил внимание, когда она заряжает, вот я ее перед тем, как выходить на велик, повесил, она как-то гудит странно, как электростанция будто бы. Вроде раньше она не гудела так. А время-то 8:49. 8:49 это по моему времени, по уральскому. И чё, я где-то, во сколько я? 8:40 проснулся. 8, 9, 10, 11:49 сейчас получается. На 3 часа. Или уже на 4 часа. Что-то я уже запутался, в общем. Короче, я что-то долго собирался, да. Больше 2 часов. Не, все нормально. Классически 2 часа собирался. Время 10:50. Я уже думал, время что ли 11:50. Что-то я не пойму, то ли на 2 часа. Вот 8, 9, 10. На 2 часа получается. Ну да, реально. А я вчера что-то думал, на 3 часа уже время сместилось вперед. Короче, на 2 часа получается. Рождественка. Температура 15 градусов. Я уж думал футболку одеть. Но что-то еду в Тюрмухе и понимаю, что для футболки еще рано. Реально, вот в Тюрмухе вообще не жарко. А вот он и Татарск. Направо Новотроицк. Так, надо, я думаю, глянуть карту, где лучше в этот Татарск заезжать. Может, здесь рано еще. Может, дальше лучше. О, 62 километра до палатки. Ну, мы побольше проедем. Да, сейчас я вот на перекрестке встану, посмотрю. Может, там проще дальше где-нибудь заезжать. А так, что, 6 километров показано до Татарска. Да, посюда можно заезжать. Там до Газпромовской заправки. И потом налево от нее. В общем, и Татарский будет. И обратно мы посюда же уже не поедем. Поедем по другой дороге. Ну, она дальше там будет. Заезд еще один есть. Так что нормалек. Ладно, заедем. Ну что, лишнюю 10 километров намотаем туда-сюда. Где-то так ходят. Лишнюю десяточку получится накрутить. Это необходимо, это надо по-любому. Да, дорога такая себе. Не очень. Прямо совсем порой. Ну, а тут плиты пошли вовсе. Ну вот он и Татарск раскинулся. Представился нашему взору. Вон там предприятия какие-то. Бочки стоят огромные. Наверное, что-то нефтеперерабатывающее. Там тоже вон какой-то завод большой. Ну что, собственно, подъезжаем. Вот если бы еще дорога хорошая была бы, я бы уж подъехал, наверное. Ну, вот такая местами латочная дорога.
А что, вроде такой большой город, а дорогу не могут сделать. Что за позор? Вот есть местами куски хорошего асфальта, видно то, что ну положили не так давно. Видимо, там вообще все ужасно было до этого дела. Так, ну вон все, газпромовскую заправку вижу. Короче, подъезжаем, да. Будем закупаться. Я уже думаю, что взять. Хоть на бумажку записывай, потому что придешь, что-нибудь-то забудешь взять. Ну вот он, долгожданный перекресток. Надеюсь, дорога изменится. Обратно туда поедем. Ну да, на вид лучше дорога в разы. А мы вот сюда вот. На Татарск. Интересная особенность. Вон возле каждого дома бочка 200-литровая стоит. Видимо, это мусорка проезжает, из бочек потом все забирает, так что ли? Вон бочка, везде эти бочки. Может и так, а может и нет. О, своя детская площадка. Молодцы. Сделали. Я решил тут срезать через железную дорогу. Посмотрим, что из этого выйдет. Потому что тут такой большой круг надо объезжать. А здесь вроде как можно и пройти будет. Ну, потому что вот магазины, вот прямо вот где вот эта пятиэтажка. Я по карте посмотрел, 2 с лишним километра, почти 3 километра все это объезжать. А тут прямо напрямки. Сейчас и узнаем. Затея удалась, прошел через железку. Срезал 2 километра, почти 3. Ну все. Тут и пятерочка, и светофор, чего только нету. Вот, даже есть детский магазин, большой такой. Неплохо, неплохо. Автострахование всякие, вон ларьки. Сейчас, мне кажется, уже это все онлайн делается. Ну, вот куда-то еду, не знаю. Так, примерно по карте посмотрел. Ну и по памяти еду. Конечно, бывает и ошибаюсь. Но чаще это самое... Памяти хватает приехать туда, куда я наметил визуально. А вон и пятерочка, которую я видел. Здесь кольцо такое. Эль-дом какой-то. 5 звезд, торговый комплекс. Ну все, в общем, вон туда отправляемся. Магнит также есть. Пятерочка. Конфетный рай. Фруктовый рай. Фруктовый и конфетный рай. Еще можно посмотреть какие-нибудь фрукты. Что тут продают. Ладно, велик тут оставлю. Ну, потому что там особо места нету. Ну, никто не должен взять, все равно, что центр города. Камеры кругом. Так, ну, велик стоит, это хорошо. Что взял? Вот такой тушняк на пробу. Ну, тоже он по акции 189, что ли. А так за 200 с лишним. Хлеб, сахар, бананы, печеньки. Ну и нулевочку сейчас на трассу выкатим, где-нибудь разопьем. Ну и взял эту воду красную, что 19 рублей стоит всего. Все вышло на 519 рублей, что ли. Ну, вроде бы ничего не забыл. Все, что хотел, взял. Да, бананов взял. Бананы это хорошо. Что-то бананов захотелось, когда увидел их. А, вьетнамская кухня. И там вьетнамец сидит. Ну, такой, да, Татарск. Ну, можно сказать, город. Даже есть это небольшие заторы. Ну, я имею в виду из автомобилей. Когда вот выезжал, там небольшой заторчик произошел. Ну все, что, на трассу. Там, надеюсь, будет остановка и это, пивас разопьем. Так, ну мне вроде он туда вот, прямо. Какая часовня. Часы остановились, неправильно идут. Либо идут, либо неправильно идут.
Да, я сейчас понял, надо, наверное, было булочек каких-нибудь взять. Че мне сегодня, гречку да без ничего есть, что ли? Да, что-то я упустил этот момент. Там, ну, в пятерочке можно было самсу брать. Местного приготовления, что они делают. Ну, сама пятерочка, сеть магазинов. Блин, или заехать еще раз в Магнит, что ли? Да, заехал в Магнит. Ну что, прямо ехал и заехал. Пойдем что-нибудь купим. Что-то я вылетел из головы это дело. А че, может, сыр взять? Ну, реально. Сыр я давно не ел. Да, в натуре я возьму сыр. Гречку с сыром будем сегодня кушать. Капец цена. Как на тушенку, блин. Районный дом культуры, Родина. Ну все, погнали на трассу. Да, гречку с сыром я еще не едал. Посмотрим сочетание какое будет. Ой, человек года. Даже так. Это как у нас на заводе, ну типа труженики месяца, труженики там квартала и фотографию вешали. А меня ни разу не вешали. Не заслужил. Солдат Великой Отечественной войны. Там, наверное, вечный огонь. Такой храм здесь белокаменный, с золотыми куполами. И тут же церковная лавка рядом. Вон свой ветрогенератор у кого-то стоит. Это так, антураж только создает. Ну капец, не туда приехал. Надо было раньше поворачивать, где-то там еще. Ну ладно, что, вот здесь дорога есть, тоже прокатимся, на ту дорогу выкатим. Вот из-за своей невнимательности по грунтам катим. Ну, хоть какое-то разнообразие. Да как бы и нафиг они нужны. Ну, конечно, можно было по асфальту вернуться. Да, что-то неохота уже было. Здесь как бы вот есть альтернативная дорога. Все равно в итоге она приведет туда, по которой я должен был ехать. А то я, ну, смотрю, там что-то надпись Омск есть. А с Новосибирска-то нету. А должен быть Новосибирск. Ну, наконец-то асфальт. Тоже думал, не дай бог туда еще ехать дальше. Там еще хуже дорога. Ну все, сейчас тут прямо-прямо, там направо и на трассу. Вот, а я еще думал футболку одевать. Ну реально, как бы не жарко. Солнце светит, ну 20 градусов сегодня всего лишь температура. Да и ветрено. Вон дядька прямо в куртке едет и в капюшоне. Ну, может, он от солнца прячется. А может, ему и холодно. Ну, хотя бы это, в тапочках нормально, не холодно. Самое то, ноги дышат. Хоть кроссовки вон сзади едут, подсохнут. Ну, а вот и перекресток. Лево Усть-Тарка, право Новосибирск. Киевка 3 километра. Ой, хорошо, сейчас ветер в спину дуть будет. Вот я уже прямо ощущаю. Вот так, ну, ехал прямо это. Слева дул, прямо аж это. Холодно было, прохладно. Ну, потому что еще это, рука вот левая в тени была. Да, вот тут дорога прямо хороша. Можно ехать. Можно и разогнаться. Не то, что там была, где я заезжал. Прямо шелестит. Так хорошо слышно, как покрышки гудят об асфальт. Так, а тут, походу, железная дорога, да. По которой мы велик перетаскивали. Где-то там. Тут ремонт моста. Светофора нам и не хватало. Вот она, железка.
Ну блин, а. Остановки-то нету. Вон там только знак мусорки. А у меня на остановке намечались дела. Съесть банан, открыть пивас и поразмышлять о великом. Но походу это будет в другом месте. Так, Новосибирск налево же, да? А то сейчас уеду обратно куда-нибудь. Ну ладно, в общем. Это вот что такое? Как это? Пост ДПС будто бы похоже. Ну ладно, в общем, едем туда. Да ладно. Чем хуже вот эта построена бандура остановки? Да, собственно, ничем. Также можно посидеть только вон на бетонных этих ступеньках. Да, не хочу пока сидеть. Ну, в общем, что, сейчас банан скушаю, пивас открою и это, поеду дальше. Ну, вот, даже тут туалет есть. Мне больше нравятся бананы, когда они уже такие, ну, стали чернеть. Вот они прямо сладкие, такие вкусные. Ну ладно, что, кушаем. Время местное 1:42. Да, что-то много времени ушло. Туда-сюда, пока в Татар заезжал, пока выезжал. Ну, зато город посмотрели. Ну и что такой небольшой городок. Может, 1030. Есть население. Ну все, в принципе, на сегодня уже ничего не надо. Ни магазинов, ничего. Есть все впрок. Так что сегодня просто едем и едем. Наверстывать километры. Вот пока реально, ну, неохота мне футболку одевать. Хотя солнце припекает. Но не жарко, вообще нисколько не жарко. Вот так вот разворачиваются фуры на месте. У нас Чаны впереди, а в Барабинск уже завтра заезжать будем. Конечно, можно было бы сегодня дотянуть до Чанов и там в магазин зайти. Ну ладно, что я уж наметил Татар. Ну, зато город посмотрели, да. Надо дела все делать с утра. Но в моем случае получилось почти в обед. Где-то часов, наверное, в 11 туда заехали по местному. Может, ну, в 12 часу, скорее всего. Ну, что-то, ну, реально, что-то долго я там провозился в этом Татарске. Ну ничего, световой день длинный. Каждым днем все длиннее и длиннее. О, какая газонокосилка. О, проехал и все. Скосил. Тут Газпром нефть. Вот стоит камера. Она снимает дорогу. А нету ни ветряков, ни солнечных панелей. Чем она питается-то? Ни проводов никаких. Под землей, видимо, кабель проложили. Вон на той лодке, может. А вот так еще вот такие камеры бывали в глуши. Ну, реально, нету долго ничего. Ни лэпов, ничего. Она стоит. Откуда берет энергию? Из земли, что ли? Вот когда ветер в спину, такая тишина, едешь. Ну, по траве видно. Еще как раз дорога немного направо повернула. Прямо благодать. То есть мы едем со скоростью почти ветра. Потому что я вот так вот еду, но нету ветра. А так нету ветра. Вот если бы ехал туда, назад, я бы там уже весь переругался и стонался бы. Потому что ветер, ну, неплохой такой дует. Особенно если фура проедет, прямо за собой тащит. Прямо такой буст. Хороший. Это, конечно, легко, это самое. Ну, да, велик бывает вот так вот трясет из стороны в сторону. Это легко контролировать даже вот одной рукой. А вчера, да, был боковой ветер, меня из стороны в сторону весь день.
фура проедет, а бум-бум-бум-бум, налево, направо. Как-то было даже неприятно. Ну, местами, да. Если был такой порыв ветра, если еще и фура проедет. Ох, там бывал такой шторм влево-вправо для велосипеда. Ну и для меня, естественно. Станция Кабаклы. И Ивановка налево. Тут сборище фур. Тут стоят, там стоят. Большая ширина. Опять запчасти от моста везут какого-то. А это еще что за затор? Что там, реверсивное движение, что ли? Блин, я только разогнался. Тормозить приходится. Практически ничего не стояли, сразу поехали. Ну тут вот регулировщик. Короче, дорогу ремонтируют. Закатывают вот эти ямки. А второй регулировщик. Ну все, сейчас эта сторона поехала. Вот так сидеть на картах. Возьми ты стул себе. Да сиди на стуле. Даже такой рыбацкий, маленький, раскладной. Да, вот тут хорошо видно, чего желают. Бывает такая маленькая табличка, там надо присматриваться, разглядываться, что там написано. А там раз прочитаешь, ага, счастливого пути желают. Ну понятно. Чановский район или Чановский. В общем, в новый райончик заехали. Даже есть МЖО. Можно сходить в туалет, если хочешь. Ну, это Ивановка. Ивановка. О, кстати, тут это лавочка ничего такая, деревянная хотя бы. Ну, я более чем уверен, туалет находится вот прямо на остановке. Сейчас направо вот зайти, направо сразу же. Ну, или налево. Там по-любому мины лежат чьи-то. Вот снова эта камера стоит. В округе вообще ничего нет. Ни домов, ни электричества, ни столбов. Как она электроэнергию получает, интересно? Или так, как муляж просто стоит? А на солнышке 29 градусов. Но это на солнце. Так до градусов 20 всего. Вот в такой экипировке, ну, комфортно ехать. Не жарко, не холодно. Хоть даже и печет, если. А вот и до Своротки на Чаны доехали. И Чистоозерная. Так, что я уже 73 проехал. Ну что, можно и остановиться, отдохнуть. Как раз заправочка. Хотел умыться. Я думал, это газпромовская, это какая-то не газпромовская. А умыться было бы неплохо. Гостиный двор, магазин, он, кафе. А что, может в кафе зайти, посмотреть булочки, какие-нибудь выпечку? Ну давай, заедем. Как-то кушать особо неохота, а вот что-нибудь типа булочки, что-нибудь такое я бы съел. Когда такая фура проезжает, обычно такой аромат от нее идет. Вот здесь коров везут. А когда свиней везут, такой запах. Ну просто капец. Там если еще не одна эта фура, бывало там по 3 штуки проезжали, такой шлейф запаха, аромата. Ну, короче, все, подъехали. В общем, я не удержался, решил поесть по-нормальному. Но все вот это вышло на 400 рублей. Первое, второе хлеб. Вот что-то реально захотелось домашней еды. Пообедаем по-человечески. На 400 рублей. Ну, в принципе, не так уж и дорого. Вот это я поел, конечно.
Да, давно я такой еды не ел. Ну, домашний суп, котлета, макарошки, хлеб. Да, ну что, я, получается, 13-й день путешествия. Ну что, раз в 2 недели-то можно себе позволить. Хотя, по сути, 400 рублей это, ну, если бы я брал просто суп, например, с хлебом. Как, есть же такая поговорка, раз в сутки суп должен быть в желудке. Вот за супчиком можно, в принципе, заезжать, я думаю, это не так уж и дорого будет. Ну, что, рублей 100 может стоить. Поставил резервный аккумулятор заряжаться. Вот тот 10-тысячник практически зарядился, там последнее отделение уже моргает. Ну, он может через полчаса уже все зарядится полностью. Ну что, надо еще и резервный зарядить. 54%. Вот хорошо на нем видно то, что сколько что. Ну, посмотрим, сколько за вечер зарядит. По местному времени уже 4:25. А я уже 70 плюс сделал. И до Барабинска 111. Но сегодня надо хорошенько покрутить, чтобы завтра к нему также с утра заехать. Ну, конечно, с утра фиг я заеду. Пока собираться буду, пока туда-сюда. К обеду хотя бы, да. Ну все, поели просто замечательно. Давно мой желудок такой еды не едал. Горячей, вкусной. Да мне и тушенка тоже нравится, гречка тоже нравится, тоже вкусно. Походная еда, я ее называю. Ну вот стоит камера, ладно, я тут понимаю, откуда она электричество берет. Панелька стоит. Ну а те-то что, откуда брали? Или, как вариант, конечно, может просто муляж. Озеро Карачи, курорт. 19 километров, он предлагает куда. У нас вот это, свой курорт, вон, на велосипеде. Мы по-своему отдыхаем. Хоть как бы это странно не звучало. А вот первое упоминание о Красноярске. 1197. Новосиб 4 сотки. О как. А это фуры на заправку, видимо, да. Че, они заправляют много, долго. Объемы-то, о, какие большие. Это не какая-нибудь там легковушка. За 2 минуты заправилась и поехала. Да. Светофор. А тут снова клочок цивилизации. Заправка, парковка и прочее. Кафе, магазин. Ну, короче, походу такой же системы. Можно и в кафе зайти, и в магазин. Это очень здорово так-то. Цены, конечно, в магазине чуть дороже, чем в сетевом. Ну, процентов на 30, наверное, точно дороже. Вот так и подумай. Порой проще переплатить, наверное, будет, чем куда-то там заезжать, если там до магазина километров 10 в какую-то деревню заезжать. Ну, проще, я думаю, я бы переплатил 30 этих процентов. Но зато время сэкономил. Время — это наше все. Время бесценно. Так что надо ловить моменты в жизни. Время летит. За ним не угонишься. Габариты. Опять что-то везет такое. Но без габаритной машины. Впереди идущей. Это такие габариты, значит. Несерьезные. Порой едешь, никого, а потом начинается, что слева, что справа, колонны прут.
Тормакуль. Для мочалы. Мочалы. Или мочалы, или мочалы. Ну, как ударение поставишь, так и будет звучать. Ну, думаю, надо бы и остановиться, отдохнуть, наверное. Да, вот она, дорога советских времен. 100%. Так монолитно заливали. Тут слоев краски. Раз, два, три, четыре. Штук 5, наверное. Вон еще так, еще так. Сколько, да, времени прошло, а он стоит дорога. Ну да, трещина пошла. Ну, вот. Возможно, когда-то вся дорога такая была вот здесь. Вместо асфальта вот так вот заливали. Новопреображенка, это понятно. А вот Бишбуга, я такое еще не видал. Бишбуга. Да, название такое экзотическое. Кашкуль и Здоровка. Ну и там вроде какой-то этот, опять магазин, буфет, наверное, что-нибудь, кафешка будет. Я хочу газировки. Что-то вот не знаю, прямо захотелось так газированной воды какой-нибудь. Я же в этот Татарск заезжал, тоже хотел газировки взять. А вместо этого взял простую воду. А сейчас вот прямо после супа и котлеты с макарошками, ну прямо так захотелось газированной воды. Мы уже 107,5 км проехали. Взял вот такой флеш Energy. Самый дешевый энергетик. О! Люди вешают кормушки вот сюда, да? Вот ботинок, чем тебе не кормушка? А что тут так задумано было? Или стену просто не достроили? Да не, реально была же по-любому стена раньше. Апельсиновый ритм. Ой, тут так написано. Хотя, конечно, я энергетики редко пью. Но в основном, когда на работу в ночь ходил, ну, перед ночными сменами бывало пил. А так, конечно, ну, желательно не пить. Да и особого вреда от них нет. Я как-то смотрел в ютубе там программку. Не сказать, что прямо там от одной баночки тебе тебе какой-то вред будет для здоровья. Это если их постоянку вместо воды пить, то да. Что-то дорога перекрыта. А чё, куда? Никаких знаков даже не было туда. Асфальт-то ничего, такой хороший. Ого, здесь плиты пошли. Я сразу напомнила автостраду до Астаны. Вот по таким же плитам ехали. Не, дорога такая прикольная, мне нравится по ней ехать. Стыков практически не чувствуешь. Круто. Вот она вон вся такая тут. И насколько, интересно, долго она будет длиться, такая дорога-то. Вот тут цивильная стоянка для фур. Никаких денег не надо платить, заезжай да вставай. Вот такая была бы дорога Москва-Владивосток. Было бы шикарно. В 4 полосы. Между полосами по 2 плиты еще. Да, я чувствую, это удовольствие скоро закончится по-любому. Откуда такая дорога тут, интересно? Я, конечно, удивлен. Да, недолго счастье длилось, вот дорога и закончилась. Ну ничего, порадовало зато. Прямо почувствовал себя, будто в какой-то другой стране еду. Ну его вообще вроде вот. На вид, наверное, может, в том году положили. Новая прямо.
Побаловала дорога, да. Вот он наш любимый, самый обычный асфальт. Эй, хорошо. Ну теперь понятно происхождение той непонятной дороги. Вот она вновь сюда приходит. Это ее делали, когда вот эту шикарную дорогу строили. Чтобы машины по ней вот посюда ехали. Объезжали. Вон для чего это было сделано-то. Хочу остановиться, повыше седло поднять. А то реально, вот, которое у меня было седло, оно было повыше. Ну, потому что это седло, оно как его, уже продавилось. Я стал немного ниже сидеть. Я прямо чувствую, нога не полностью разгибается. Она должна хотя бы полностью, а у меня вот так где-то. Буквально на, может, ну, на миллиметров на 7 поднимем, посмотрим, как будет. Государственный природный заказник Керзинский, 35 километров. Так вот, где мы сегодня спать будем. Ну, в течение 35 километров, да, я уж точно остановлюсь где-нибудь. Заказник, значит. Новосибирск осталось 361. Вот ведь вроде недавно 500 было, проезжали. Километры тикают. Я тут, короче, озерко увидел, вон там. Ну-ка надо заехать посмотреть, что за озеро. Ну, по карте я смотрел. Вот тут дорожка ведет к этому озерку. Ну, я по спутниковой карте смотрел. Тут типа какой-то водоем должен быть. А че, так может сегодня возле озерка остановиться? Ну-ка, ну-ка, и что у нас тут? Ну, такое, блин. Ну, такое себе, конечно. Вода такая. Не, залезть и искупаться, конечно, можно. Ну, я в плане того, что не такая стала холодная. Ну, вот здесь уже поинтереснее, да. Ну, тут совсем рядом с дорогой. Палатку даже, если что, можно здесь поставить где-нибудь. Через 2 часа солнце сядет. Я обычно, да, так и кручу. Ну, до темноты, чтобы это останавливаться за 2 часа хотя бы. Ну, за 1,5, за 2. Что я там, 124 проехал. Здесь такая лужа. Ну, не знаю, при желании, конечно, можно завалиться туда, забуриться и искупаться. В общем, у меня аккумулятор на камере сел. И когда я ставил на зарядку, было 54. А когда, ну, подключил камеру, было 76. Ну, короче, что, на 22% зарядился. Да, клещи тут есть. Где-то, ну, штук 6 точно видел уже. Ну, вот, походил туда-сюда и тогда насобирал. Там одного собрал. Туда сходил, хотел посмотреть, что там за штука такая. Там штуки 3 прилипло. Ну, в общем, что я хотел показать-то. Эти глупые комары опять лезут в палатку. Вон их сколько здесь. Вон. Это все мертвые комары. Ужас. Со вчерашнего дня. Хотя я даже их убирал. Вот так вот они и дохнут. Ну, это вот то, что спиральку жгу. Да и когда сюда залетают, я палатку закрываю, они тоже дохнут. Вон уже сколько их налетело. Но все равно я почти, ну, процентов 80 я точно их выгоняю. Подушкой так махаю в эту сторону. Ну, на выход они все улетают. Вот это да. Вон. Белок можно кушать. Я когда сюда пришел, комаров особо не было. Вот, видимо, по траве туда-сюда находил. И они, вон их сколько опять появилось. Да, и очень хорошо, что я остановился. Ну, потому что там тучи такие пошли. Хотя вроде дождик не обещали. Но интернет же может и, как его, ошибаться тоже. Ну, туча реально такая прямо темная-темная. Так что может еще и поливать начнет. Чай будет с комарами. Они вот начинают залетать сюда. Видимо, тепло чувствуют или что. К воде подлетают и все, и
вода их захватывает. О, сколько сидят. Чего вы сидите? Кого ждете? Ой, в палатке их там целая уже, целый рой, наверное. Брал вот такую штуку, шарлиз, клубника. Это, ну, мягкие такие, типа печеньки, мне нравятся. Я дома бывало брал такую и за раз прямо с чаем всю съедал. Ну и, возможно, сыр открою, поем. Ну, хотя что-то вот реально есть вообще неохота. А вот гречку, не знаю, доедать, не доедать, что-то, не знаю, неохота гречку пока что. Неохота гречку, когда я с утра проснулся, и когда в обед там где-нибудь на остановке стоишь. Вот тогда, да, охота. А вот что-то реально под вечер приезжаешь, ну, неохота гречку. Почему, не знаю. Так что вот. Ну ладно, что, готовим, кушать. Надеюсь, не ливанет. Да если ливанет, я уже как бы все подготовил. Только надо будет велик укрыть. Водичка закипела. Оп. О, как угадал. О, как комар сел и загорелся. Все, газ выключаем. Ну все, приятного аппетита мне. Это даже не приятного аппетита, это приятного чаепития. Вот. Будем чаек пить и вечерком наслаждаться. Сколько время? Ну-ка. Ну, 124 проехали. Время 7:02, 7:08:9. Через час, ровно через час солнце сядет. Потому что по интернету 22:01 вроде это закат. 16,5 градусов. Пойдем. Да, он постирался. Полотенце тоже намочил. Возможно, я бы даже сегодня искупался. Но я купаться реально не хочу из-за вот этих летучих гадов. Если залезешь и искупаешься, они же налетят на тебя потом. А у меня полотенца нету большого, чтобы быстро вытираться. Что мне с сырым это самое на сырое тело одежду надевать? Ну, как-то не очень мне нравится так. Ну да, вот реально туча вообще. Все чернее и чернее. Ну, в общем, все, на этом все. Вот так денек прошел. В принципе, день понравился, отличный. Powerbank зарядил. Первый практически до конца. Ну и этот резервный 76 или 74%, что-то такое было. Мне кажется, все-таки 74 было. Да, на 20% его зарядил. Да, ну, в общем, все. Пока, до завтра.